Жителям города-героя Харькова не привыкать к вызовам судьбы, и способность смело бороться и превосходить себя в крови горожан. Но отдельные граждане предпринимают поистине невероятные попытки испытать себя, и этим каждый раз удивляют всех вокруг. Харьковчане установили немало рекордов Украины. Например, харьковчанин установил рекорд по жиму штанги, а другой бежал более 28 часов. Это были самые разные достижения, но у всех их объединило то, что они были установлены в Харькове. К примеру, сертификат об установлении рекорда 2016 года получил 91-летний на тот момент профессор Украинской инженерно-педагогической академии Игорь Малицкий. Своей работе он посвятил почти 60 лет, за что получил почетное вознаграждение и уважение от общества. Научная деятельность Игоря Федоровича насчитывает более 100 научных работ, более 80 учебных пособий, 15 патентов и авторских свидетельств. В 2021 году молодая пара из Харькова Виктория Пустовитова и Александр Кудлай установили рекорд в довольно необычной сфере – взаимоотношений. Чтобы испытать себя и свои отношения, влюбленные решили приковать друг друга цепью. Такая экстравагантная идея не осталась без внимания прессы, тем более что молодежь всячески стимулировала интерес публики. В такой тесной близости пара выдержала 123 дня – с 14 февраля 2021 года по 17 июня 2021 года. Постоянно находясь друг возле друга, молодые люди поняли, что у них нет будущего. При этом, как выразился тогда Александр Кудлай, на это решение не повлиял хейт в соцсетях. Конфликтов в паре за время испытания тоже якобы не было. Последний день своего невероятного эксперимента харьковчане избавились от цепи в присутствии местных телеканалов и под наблюдением представителя книги рекордов Украины. Испытание помогло паре лучше узнать друг друга и проанализировать отношения. В начале 2023 года маленькая Алиса Шматько из Харькова установила убедительный рекорд Украины, чем тронула общественность. Девочка в возрасте 1 года и месяца уже хорошо знала алфавит и могла распознать буквы визуально. О достижениях ребенка сообщила представительница книги рекордов Украины Лана Ветрова. По ее словам, девочка еще не умела говорить, но уже могла отличать все буквы алфавита, даже букву «Г» от «Г». На пути к успехам малышку поддержали ее родители – папа Антон и мама Юлия, которые занимались с дочерью и развивали ее. Достижения Алисы Шматько внесли в Национальный реестр рекордов в категорию «Дети». Еще одна история успеха юных харьковчан – 1094 отжимания, что зафиксировано в Национальном реестре рекордов Украины. Такое групповое достижение разделили между собой 23 спортсмена из Харькова, дети от 6 до 13 лет. Испытания проходили в режиме онлайн, поскольку участники находились в разных уголках Украины и мира. Старания детей отметила руководительница Национального реестра рекордов Лана Ветрова. Рекорд был установлен в июне 2023 года. Организацией мероприятия и подготовкой спортсменов занималась тренер Елена Привалова. Команда харьковчан тренировалась 9 месяцев. Все участники мероприятия продемонстрировали недюжинную настойчивость и безудержное желание идти вперед вопреки обстоятельствам. Не только в масштабах Украины харьковчане добиваются славы, а попадают даже в сокровищницу мировых рекордов. Тому подтверждение житель Харькова Леонид Станиславский. В 2021 году он вошел в книгу рекордов Гиннесса как старейший теннисист в мире, участвующий в соревнованиях. К моменту установления достижения мужчине уже исполнилось 97 лет. И хотя долгая жизнь сама по себе немалый рекорд, Станиславский сумел удивить публику еще и как спортсмен. Он уверенно и блестяще сыграл в любимую им с молодых лет игру. Достижение Леонида Станиславского было беспрецедентным.
поскольку до него никто в мире даже не соревновался в теннисе в категории 80+ и 90+ лет. Потому специально для него разработали уникальные правила для фиксации рекорда. Своему хобби, которое в конце концов привело его к рекорду, мужчина посвятил 60 лет жизни. Специальность он получил в Харьковском авиационном институте и защитил кандидатскую диссертацию на тему открытых горных работ. Как сказал сам рекордсмен, на пути к первенству его поддержала дочь, поскольку жена, к сожалению, уже умерла. В качестве секретов долголетия назвал 3 составляющие: жизнелюбие, здоровый образ бытия и отсутствие ссор с окружающими. Самую длинную дистанцию забега без сна пробежал харьковский экоактивист и блогер Сергей Прискорник, известный в соцсетях как «Бегущая борода», в сентябре 2021 года. Он пробежал 225 километров без остановок на сон. На дистанции он совершил лишь несколько кратковременных остановок, чтобы поесть и отдохнуть. При этом на протяжении 9 часов забега непрестанно лил дождь, даже вся борода была мокрой, и этот рекорд длился 28 часов 42 минуты. Во время обстрела Харькова со стороны России 2 января ракета попала во двор рядом с домом, где проживает Сергей. Сергея в то время не было дома, он тренировался, а дома его ждали разбитые взрывной волной стекла и мебель. Домашний любимец кот Симба нашелся только к вечеру, контуженный и раненый. Об этом сообщает служба BBC. Самый массовый забег по количеству зарегистрированных участников был зарегистрирован в Харькове в октябре 2014 года. Для участия в марафоне зарегистрировались 10 006 участников. Младшему участнику исполнилось всего 3 месяца. Дистанцию в 1 километр детский забег он преодолел в коляске, с которой бежала его мама. Старшим участником оказался 82-летний житель Чугуева. Он пробежал дистанцию 3 километра в 31 минуту. Участниками марафона стали бегуны не только из Украины, но и из Великобритании, Германии, Польши, Китая, Марокко, Перу, Нигерии, Иордании, Йемена, Израиля, Замбии, Кении, Эфиопии, США и других стран. Наибольшее количество набиваний футбольного мяча выполнил Даниил Ваштарев, установив рекорд Украины по наибольшему количеству набиваний футбольного мяча двумя ногами – 6565 раз за 1 час 11 минут. На июнь 2022 года это лучший официально зарегистрированный результат не только среди детей, но и среди взрослых. Свой первый в жизни рекорд парень посвятил родному Харькову и его защитникам, а также всем украинцам, которые стремятся поскорее вернуться домой. Максимальное количество жима штанги поочередно лежа с семейной командой выполнила семья Троян в ноябре 2018 года. Все 3 детей в семье занимаются тяжелой атлетикой, а рекорд устанавливали все вместе. Владислав 13 лет 8 месяцев, Вадим 12 лет 7 месяцев, Богдан 7 лет 7 месяцев и их мама. За 1 час они подняли 10-килограммовую штангу 2324 раза. В 2015 году на площади Свободы была сформирована рекордная подвижная фигура велосипеда, созданная из наибольшего количества велосипедистов. Только посмотрите на уникальное транспортное средство из 3207 велосипедистов и их веломашин. Живой велосипед велосипедистов получился очень похожим на настоящий и даже проехал аж 50 метров. Высочайшим новогодним елкам в 2018 и 2019 годах не было равных. И это понятно, ведь искусственная зеленая красавица может быть только гигантской. Новогоднее дерево в Харькове собирали как конструктор. Установили около 100 километров гирлянд. После замеров в 2018 году оказалось, что харьковская елка имеет высоту 36,2 метра.
Установленная же на новый 2019 год елка за год подросла и достигла почти 40,5 метров. Самое массовое исполнение торжественного музыкального произведения «Молитва за Украину» было зафиксировано в 2019 году. Хор из 4624 студентов, преподавателей и выпускников Харьковского национального университета имени Каразина, а также школьников и представителей харьковского хорового искусства, пожалуй, мог бы побить рекорды громкости исполнения. Но цель была другая. Слова песни должны были проникнуть в душу, и для этого выбрали соответствующее музыкальное произведение «Молитва за Украину», написанное в 1885 году. Самым большим флагом Украины, развернутым на стадионе, похвастался в 2021 году Харьковский стадион «Металлист». Мегапатриотический рекорд – гигантский государственный флаг Украины на 2813,5 квадратных метров. Самая общая площадь мурала была зафиксирована в Харькове в 2021 году. Художники Анастасия Худякова, Сергей Калмыков и Ксения Калмыкова нарисовали 6 касаток на стенах 3 харьковских многоэтажек и тем самым создали мурал общей площадью почти 1376 квадратных метров. Этот проект являлся одним из победителей общественного бюджета Харькова. Самый массовый заплыв на байдарках состоялся в 2016 году. Пропагандируя спорт и здоровый образ жизни, харьковские адмиралы провели рекордную по количеству флотилию из 106 трехместных судов. Экипажи составили более 300 байдарочников всех возрастов по 10-километровому маршруту в Журавлевском гидропарке в Харькове. До финиша флотилия дошла в полном составе, несмотря на сложное препятствие в виде дамбы. Харьковчанин Владимир Гуськов потратил 22 года на ежедневный кропотливый труд и создал макет храма из спичек. Высота спичечного здания составляет 1 метр и 7 сантиметров. Храм украшен не только извне, а имеет внутренний интерьер с иконами и подсветкой. Все двери и окна подвижные, двухъярусный иконостас, есть макет органа, из которого звучит органная музыка. Пол выложен из бисера с различным рисунком. А еще обычная чайная заварка была использована для создания территории вокруг храма. Номинация, в которой зарегистрирован рекорд – макет храма, созданный с использованием наибольшего количества видов материала. 14 декабря 2014 года харьковчане Алексей Бессонов и Сергей Иванов пополнили книгу рекордов Гиннесса новым достижением. Мужчины, и так уже являвшиеся чемпионами Украины по запоминанию больших объемов информации и руководителями Харьковского центра развития памяти, теперь стали еще и мировыми рекордсменами. Алексей Бессонов стал человеком, который быстрее всех в мире вспомнил последовательность 180 цветов. Сделал он это в течение 6 минут. Через чуть больше 20 минут Алексей смог вспомнить порядковый номер каждого элемента, его название, массу, символ и даже номер группы и период. Второй харьковчанин за 20 минут смог запомнить последовательность 100 цветных фигур, а также правильно назвал 148 дней недели случайно названными датами. Процесс установки рекордов Алексея Бессонова и Сергея Иванова был записан на видео и задокументирован согласно требованиям книги рекордов Гиннесса. В апреле 2021 года харьковчане, работающие на кондитерской фабрике «Полюс», изготовили вафельный батончик «Великан», попавший в Национальный реестр рекордов Украины, а также в книгу рекордов Гиннесса. Его приготовили по случаю 25-летия производства компании. Шоколадное произведение весило более 3 тонн, имело длину 3 метра 61 сантиметр, ширину 1 метр 37 сантиметров.
и высоту 1 метр 7 сантиметров. Таким образом, оно превысило необходимые для установления рекорда показатели почти втрое. Сам батончик на 100% пригоден к употреблению. Изготовленный как традиционный излюбленный десерт харьковчан полюс. Но по своим размерам он в 50 тысяч раз превышает образец. Для подтверждения соблюдения всех требований приготовления процесс был снят на камеру. Над изготовлением трехтонного полюса работали 27 кондитеров в течение 3 дней. В ходе презентации рекорда исполнительный директор фабрики Ксения Капуста рассказала, что на выпечку ушло более 600 килограмм вафель, почти 2 тонны ореховой начинки и полтонны шоколадной глазури. Оценить вкус батончика великана смогли участники презентации. Однако большая часть изделия была передана в детские учреждения города и ветеранские организации. Дмитрий Косатый – старший лейтенант ВСУ. В июне 2023 года он за один день установил рекорд, попавший в Книгу рекордов Украины и Гиннесса. Военному удалось отжаться 128 раз за 60 секунд, установив рекорд в номинации «Наибольшее количество отжиманий на кулаках за 60 секунд». До него это удалось сделать итальянцу Рино Рестиво в сентябре 2022 года. Тогда он отжался 116 раз за минуту. Но кроме мирового рекорда, Дмитрий Косатый установил национальный рекорд в номинации «Наибольшее количество подтягиваний на турнике за 3 минуты». Мужчине удалось подтянуться 110 раз. В 2020 году Дмитрий уже установил свой первый национальный рекорд по выполнению упражнения «Подъем с переворотом», за 3 часа и 24 минуты выполнив 1001 подъем с переворотом на перекладине. Дмитрий Косатый – уроженец Житомира. Там окончил военный институт. Однако живет мужчина в Харькове. Здесь получил звание старшего лейтенанта отдельного батальона РЭП оперативного командования «Восток». О любви харьковчан к растениям говорит каждая улица города, усаженная разнообразными цветами. Усланы ими и харьковские парки. Молодежный, Центральный, Победы и больше всего, пожалуй, сад Шевченко. Подобная страсть породила создание самой большой по длине цветочной клумбы, попавшей в Книгу рекордов Гиннесса. Ко Дню независимости Украины и 70-летию освобождения Харькова в городе было праздничное открытие живой изгороди из 100 тысяч цветов. Цветочная клумба была создана на берегу реки Лопань вдоль сквера Стрелка. Десяток тысяч сине-желтых цветов, символизирующих национальный флаг Украины, украсил город. Флористы-харьковчане, работавшие над созданием живой изгороди, создали его из цветов, которые обычно при хорошем поливе цветут до морозов. Однако в любом случае уход за подобными высадками предполагает очень сложный, длительный и недешевый процесс. Потому как и планировалось, цветы украшали сквер до 28 августа, а затем их развезли по харьковским школам ко Дню знаний, чтобы порадовать учителей, учащихся и их родителей. Представители Книги рекордов Гиннесса подтвердили установку рекорда и отметили, что предыдущий рекорд в этой номинации был задокументирован в 2009 году в городе Тилбург, что в Нидерландах. Там длина цветочной клумбы была на 800 метров меньше харьковской. Харьковский памятник попал в Книгу рекордов Украины. Торжественная церемония открытия сквера мыслителей прошла в центре на улице Полтавский шлях в 2021 году. Сквер символизирует дружеские отношения между Украиной, Казахстаном и Азербайджаном. Так его изюминкой стала необычная скульптурная композиция из 3 фигур – украинского философа, азербайджанского просветителя и казахского реформатора культуры. Автор памятника – известный харьковский скульптор Сейфадин Гурбанов. Это не просто очередной памятник в Харькове, заверяет скульптор. Он установлен на фонтане и имеет специальный механизм, благодаря которому памятник делает полный оборот. Из-за своей оригинальности и уникальности его занесли в Книгу рекордов Украины в категории «Искусство первое».
Рекорд харьковской спортсменки по нырянию Екатерины Садурской внесен в Национальный реестр рекордов как мировое достижение всей Украины. На той глубине, на которую погрузилась фридайвер Екатерина Садурская, уже нет никого. Представьте, только вы и бездна. И ни одного человека, который мог бы вам помочь, если все пойдет не так. Страхователи заканчиваются на глубине 40 метров. А Екатерина на международных соревнованиях погрузилась на задержку дыхания на 78 метров в самой сложной дисциплине фридайвинга. С постоянным весом, без ласт и троса. А поднялась на поверхность уже абсолютной мировой рекордсменкой. Харьковская фигуристка Алиса Пелешенко установила уникальный рекорд, который вошел в мировую историю и зафиксирован в книге рекордов Гиннесса. Харьковчанке удалось совершить больше всех в мире количество вращений на фигурных коньках-ходулях и побить тем самым предыдущее достижение в этой номинации. Во время выступления в столице Украины Алиса за 30 секунд выполнила 34 вращения на фигурных коньках-ходулях. Они являются специальными металлическими конструкциями, которые используют фигуристы, чтобы скользить на высоте 50 сантиметров. На официальном сайте книги рекордов Гиннесса указано, что достижение Алисы Пелешенко говорит о том, что в данном виде спорта предела совершенству нет. Харьковский путешественник Артемий Сурин стал первым украинцем, который совершил кругосветное путешествие без авиаперелетов. Побывав на всех континентах, включая Антарктику, пересек 3 океана, все меридианы и часовые пояса. В частности, Сурин добрался до самого отдаленного острова от любого континента или страны Питкэрн, расположенного в Тихом океане. Дважды пересек экватор в направлениях с севера на юг и с юга на север и посетил 40 стран. Всего он преодолел более 100 тысяч километров по земле, рекам, морям и океанам, не теряя контакта с землей. С помощью дрона Сурин снимал на видео каждый континент. Последней точкой в путешествии для Сурина стал Батуми, откуда он отправился в Одессу. Харьковчанина встретила директор книги рекордов Гиннесса Украины Анна Крысюк. Таким образом, харьковчанин завершил кругосветное путешествие и попал в книгу рекордов Украины. 20 марта 2021 года в ходе выставки Пинакотека-2021 появился новый рекорд Украины в категории «Искусство массовые мероприятия». Звание рекордсмена удостоился огромный мурал, расположенный внутри здания, который стал результатом творчества 368 человек. Как выяснилось, такое количество соавторов одного проекта нигде ранее не фиксировалось. Поэтому это достижение официально стало еще и мировым рекордом. Выставка проходила 6 дней, и в это время все желающие, независимо от возраста, после регистрации у организаторов могли раскрасить фрагмент мурала. Для раскрашивания участков, находящихся на высоте, посетители взбирались на леса. 24 июля 2021 года житель поселка Высокий Харьковской области Андрей Могилка установил необычный рекорд. Он играл на флейте во время заплыва в местном озере. Свое спортивно-музыкальное достижение мужчина посвятил индийскому гуманисту и философу Шри Чинмою, которому 27 августа могло бы исполниться 90 лет. По утверждению Чинмоя, человек в силах преодолеть невозможное, если сам не будет ограничивать собственные возможности. Андрей Могилка решил показать на практике, как работает философия его духовного наставника, и проплыл на спине в холодной воде озера 6 минут и 39 секунд, сыграв за это время 6 композиций на флейте. Ему удалось удерживать в воде равновесие и не сделать ни единой ошибки в нотах. Музыкальный заплыв Андрея Могилка был занесен в Национальный реестр рекордов в категорию «Сила духа». В том же 2021 году, 15 августа, на территории между Харьковским и Чугуевским районами
состоялся фестиваль Агромолфест-2021, посвященный Дню поля. Участники мероприятия построили огромный соломенный лабиринт, который официально признан самым большим в Украине и был занесен в Книгу национальных рекордов в категорию размеры. Общая площадь сооружения составила 2570 квадратных метров. На его строительство было использовано 384 тюка соломы размерами 240 на 90 на 120 сантиметров каждый. Дипломами рекордсменов были награждены руководители предприятий «Агросвит», Харьковский молочный комбинат и «Агромол». Сотрудники Роганского мясокомбината приготовили огромный хот-дог. Его длина составила 2 метра 16 сантиметров, что на 33 сантиметра длиннее предыдущего украинского хот-дога рекордсмена. Вес блюда составил 16 килограмм. Главным ингредиентом этого кулинарного шедевра, конечно же, была классическая сосиска, только нестандартной длины. Компанию гигантской булки и сосиски составили сыр, корейская морковка, маринованный лук и соленые огурцы. Хот-дог приправили кетчупом и горчицей. Причем каждого из этих ингредиентов было использовано почти по 1 литру. Презентация блюда состоялась 19 ноября 2021 года. 6 человек водрузили гигантский хот-дог на длиннющий стол. После всех необходимых замеров творения харьковских кулинаров было зафиксировано в Национальном реестре рекордов в категории «Кулинарное искусство». После этого угощения разрезали на порции и раздали гостям мероприятия. Настоящие романтики смогли попасть в Книгу рекордов Украины с достижением «Самая массовая одновременная церемония бракосочетания», в которой в 2015 году приняли участие 24 пары. Каждый год в городе появляются и уникальные валентинки ко дню всех влюбленных. Так в книге есть и самая длинная, из бисквита, площадью в 14,3 квадрата. А на самое большое сердце из конфет ушло более 100 килограмм сладостей. Также в Харькове создали масштабную 2 метра в высоту и 4 метра в ширину открытку из 4000 фото влюбленных пар. Возможно, это не все рекорды Харькова, которые удалось вспомнить в этом видео. Но поскольку Харьков является мегаполисом и одним из самых больших городов Украины, здесь всегда хватало талантливых, сильных, могущественных и неординарных людей. А среди них всегда были желающие показать себя и продемонстрировать свои способности и навыки широкой общественности. Даже в трудный военный период таланты харьковчан не только не угасают, а наоборот расцветают в полную силу, а сами они смело заявляют о себе. Можно надеяться, что будущее принесет еще больше подобных достижений, а Национальный реестр рекордов страны пополнится новыми именами из Харькова.